Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня будем с вами ставить вот такой ПВХ подоконник. Часто возникают вопросы по его монтажу, как же его правильно ставить. То есть нужно его вштырабливать в стену или не нужно. Какое расстояние можно здесь от стены отставлять, то есть ширина подоконника. Эти и другие нюансы мы сегодня с вами обсудим. Поехали! Начнем мы с того, что разметимся под демонтаж. Отмечаем здесь 5 на 5 квадратик с правой стороны окна и с левой стороны окна. Берем перфоратор и выбиваем. Я специально остановился, чтобы вам показать. Если увидите, что уже пошла дальше трещать штукатурка, лучше выбить этот кусок. Никаких проблем, его нет замазать, чем оставлять. То есть сейчас попробую поближе показать. Все, раз уже трещина пошла, откололся кусок откоса. Хорошо это впоследствии не будет. В общем, настроился я здесь, поставил столы, настроил камеры, свет. Думаю, ну сейчас покажу, как резать надо. Потом взял подоконник, воткнул его сюда. Там вроде он неплохо смотрится, так что облом. Резать мы не будем, не покажу вам, как его резать, но объясню. Здесь проблем никаких нету. Обычный лобзик берете, разметились, отрезали. То есть сколько надо, по ширине, по длине. Лобзик пилит на отлично, вот этот ПВХ подоконник. Естественно, мрамор вы не отпилите лобзиком. Дерево, ПВХ, все пилит. Причем ПВХ это дешевый. Как дешевый, так и дорогой, одинаково режется. Если какие-то там сколы, заусенцы будут, ничего страшного. Все это прячется здесь за рамой, здесь в откос. Как бы этого не бойтесь. Здесь боковые заглушки все закроют. Давайте дальше подойдем ближе к монтажу. Я уже устал повторять одно и то же, часто в видео. Вот здесь у нас окно, под окном всегда стоит радиатор. Для чего он здесь стоит? Именно ставит под окном. Потому что окно у нас считается самая холодная точка стены. Поэтому здесь ставится радиатор. Для того, чтобы отсечь холодный воздух, который нам поступает снаружи, внутрь помещения через окно. Создавая тем самым тепловую завесу. Если люди ставят вот такой вот подоконник сюда, то естественно нарушается весь этот теплообмен, вся конвекция. То есть воздух теплый не может подняться. Не может подняться, здесь не создает тепловую завесу, окно начинает плыть, плакать, говорят, течет. В общем, все здесь мокрое становится. Не надо, вот поэтому не надо делать такие подоконники. Если вы делаете такой подоконник, здесь обязательно ставьте решетку. Обязательно должна быть тепловая завеса на окно. Запомните. Мокнуть это не потеть, это называется конденсат. Перепады температур, снутри теплый воздух, снаружи холодный. Пар превращается в капли и начинает стекать сюда по окну. И здесь лужа, все мокрое, и вы потом благополучно все это вытираете. Здесь благополучно образуется плесень, которую вы потом постоянно будете удалять. Ну, в общем, все вот эти процессы с этим связаны, вам обеспечены. Поэтому этот момент имейте в виду. Почему-то принято считать, если подоконник вы не врезали в откос, то эта работа считается некачественной, то есть халтура. С чем это связано? Ну, как я думаю, это связано только с тем, что подоконник таким образом у вас будет не закреплен. То есть он не будет плотно стоять на своем месте. Если там какая-то тетя или дядя килограмм под 150-200 на нее залезет, все это будет понятно вибрировать, там здесь все это будет трещать, ваш силикон-акрил, чем вы заделаете все эти примыкания к откосу. В общем, только с этим, я думаю, связано. Но это лично мое мнение. Если кто-то знает конкретное обоснование этому, пожалуйста, напишите в комментариях, будем все знать. Но я просто сколько читал, интересовался этим вопросом, никто мне внятно так и не ответил. Вот просто надо, короче, делать так и все. Хотя смотрится со стороны, с точки зрения эстетического вида, то есть красиво или некрасиво, здесь тоже оно что так красиво, что так красиво. Поэтому здесь особой разницы я не вижу. А в плане качества, вот, честно говоря, скажите, будем знать, если кто-то знает. Это, я так думаю, что только для этого это все делается. Монтаж. Все это ставится на обычную пену, как это делается. Ну вот, сейчас покажу все в реальном времени, как я его буду запихивать. Вот, кстати, чтобы его как-то отцентровать, меряем от откоса до откоса, ставим центр по окну. Точно так же меряем длину всего подоконника
ставим центр, и эти центры должны совпасть. Тогда вам не придется что-то вымерять, высчитывать, сколько с этой стороны, сколько с той. Все, центр-центр, значит, соответственно, уже по краям будет тоже все оцентровано. Вставляется тоже без особых проблем. Как бы проблемы есть, сейчас посмотрите. Все, точки у меня совпали, центра пойманы, значит все отцентровано. Так. Сейчас еще один нюанс. Хочу вам показать. Рулетки нет, возьмем угольник. Бывает так, что окно, можно сказать так, немножко криво стоит, сама рама согнута, вогнута, там как поставили там окончики. Поэтому проверяем расстояние от рамы до конца подоконника здесь, в центре и с той стороны должно быть одинаково, если у вас рама ровная. 18. Здесь почему-то 17,5. То есть у меня окно дугой стоит. Это нормально. Вы не думайте, что у вас оно ровно. У вас может быть такая же тема. Поэтому я подкорректирую. Выставлю с двух сторон по 18, а центр, как будет, уже так будет. Вот, значит, подоконник 18 здесь, 18 здесь. Следующий момент. Это все хорошо, но пока я вам все это рассказывал, забыл очень важный момент. Поэтому дураков работа любит. Достаем назад. Для того, чтобы пена хорошо взялась, держалась за основание, нужно смочить обычной водой или грунтом. Еще это называют для лучшей адгезии. У меня здесь когда-то было загрунтовано, все это немножко запылилось, поэтому я просто не буду уже тратить грунт, время. Все это водой сейчас помажу, и этого будет достаточно. Туда можно прям так, видите, я же показал вам, забрызгал, и все получается отлично. Так, еще вам понадобятся вот такие штучки. Еще умные люди их называют подкладка монтажная. Наверное, так ровнее становится подоконник, когда вы так называете. Но если у вас нет таких подкладок монтажных, вы просто можете взять любую досточку, нащипать себе клинышков маленьких. Точно так же они выполняют точно такую же функцию. Спешу, стараюсь быстрее вам все показать, потому что на рыбалку надо сегодня. Мужики меня поймут. Если у вас нет умной палки и лазера, то ничего страшного. Можно воспользоваться обычным пузырьком уровнем. Вам всего лишь надо две плоскости поймать. Вот эту короткую плоскость и вот эту длинную. Все. То есть, я, конечно же, не буду сейчас этим страдать. Поставил лазер по низу рамы. Все, по этой линии сейчас буду выставлять подоконник. Поближе покажу, как все-таки это выглядит. Это не просто подкладки. Я использую саму подкладку, вот такую, и вот такой клинышек. Блин, резкость, наводись. Таким образом легче, проще контролировать. Если у вас нет опыта работы с пеной, лучше покупайте сразу дорогую пену. У меня здесь дешевая, но я буду ей очень осторожно работать. Если вы не работали дешевой, возьмите хотя бы Макрофлекс, который не так раздувает. Это у меня дешманская пена, ее будет дуть, поэтому я буду ее за 2 раза делать. Сейчас чуть подпеню, когда высохнет, уже потом запеню все до конца. Сначала постараюсь туда задуть как можно дальше, как можно глубже.
Из нюансов хочу отметить следующее. Если у вас здесь от подоконника до откоса нижнего больше 4 сантиметров, лучше подлить стяжечку. Не нужно делать такой вот слой пены. Подлейте стяжку и спокойно поставьте подоконник. Так, окончательно все проверяем. 18. 18. Ну и пригружаем. Не забываем пригружать. Даже если у вас хорошая пена, все равно пригрузить лишним не будет. Пригружаем тем, что есть. Тут уже в принципе вообще никакой разницы нет. Вот у меня есть жидкое стекло. Так, что у меня еще? Гвозди строительные тоже пойдет. Подвес двухуровневый. Сюда иди. Следующее. Подвес прямой. Сюда пойдет. Так. Все проверили, посмотрели. Ну, наверное, так как у меня груза хватает. Задуваем еще вот здесь сразу. Никакой не оставляем это на потом. По поводу заглушек. Заглушки я не буду туда топить, чтобы они были съемными. Ну, бывает такое, в процессе, может, даже того же ремонта, монтажа отколется, потом все равно будете выбивать. То есть заглушки уже ставятся потом по финишной отделке. Поставили заглушечки и все, я их туда не мурую. И вот еще пока мысль пришла, для тех, кто не в курсе. Пену потом мы удаляем примерно на 2 сантиметра, 1,5-2 сантиметра в глубину. И это потом все штукатурим. Не надо вот так за подлицо срезать пену, здесь чуть-чуть помазать шпаклевочкой, покрасить и сказать, что все четко. Это все потом лопнет, 100%. Поэтому пену вырезаем, углубляем, штукатурим, шпаклюем. Все ясно, все понятно, я думаю. По поводу штрабливания подоконников. Все-таки кто знает этот секрет и держит его в тайне, напишите, для чего нужно штрабливать подоконники. Я думаю, это все будет интересно. На сегодня все. Подоконник стоит. За работу не забудьте поставить лайк. Всем пока. Я побежал.